сборка ровного потолка на балконе. В общем, нам нужно облагородить вот этот потолок. Сделать его просто ровный. То есть спрятать вот этот ригель, проводку. Сделать аккуратное примыкание к раме. И, наверное, утеплить его. Ну как утеплить? Изолировать минеральной ватой. Для начала сделаем разметку. Так, чтобы у нас гипсокартон не доставал до открытой створки окна. То есть разметку мы делаем вот от этого уровня. Посмотрим, куда он придет к раме. Обычно профиль у нас получается на уровне стыка вот этой планки, которая держит фрамугу, и самой оконной рамы. Ну, сейчас поставим лазер, посмотрим. В общем, делаем сначала разметку. Разметку можно делать и отдельными черточками, и сплошной линией. Это уже в зависимости от ситуации, как удобно. Теперь по трем сторонам, по стенам, кроме окна, прикручиваем направляющие профиля УД. В раму крепиться пока не надо. Прикрутили направляющие профиля. Там, где у нас гипсокартон, мы использовали саморезы. В данном случае 35-е для гипсокартона. По стене пластиковые дюбеля 6х40 с бортиком. И там, где рама, ничего. Тут профиль просто стоит концами своими в профилях направляющих, слева и справа. В принципе, этот профиль можно закрепить, например, на силикон или на двусторонний скотч. Или в крайнем случае на саморезы прямо в раму. Но у нас никак не будет крепиться, у нас будут подвесы на концах CD-шек. Отбиваем посередине линию для подвесов. Таких линий у нас будет две. Одна вот по краю бетона, где кончается, и одна примерно на 80 сантиметров от стены. Теперь расставляем горизонтальные CD-шки шагом 40 сантиметров. Делаем разметку с одного конца возле окна и ставим CD-шки. После установки профилей нужно засверлить подвесы. Подвесы в том месте, где у нас линия. Почему тут вот нет профиля, я потом скажу. Некоторым неудобно сверлить подвесы, когда они целиком стоят вот в таком виде. Потому что засверливаться лучше во внутренние отверстия, а не во внешние ушки. С них может просто сорвать потолок, если неудачное стечение обстоятельств будет. Короче, он вставляется туда, но неудобно сверлить. Поэтому можно порезать подвес пополам на две части и развернуть его внутренними ушками наружу от профиля. То есть вот так его поставить. Так удобно и размечать, и сверлить. Вот это полный аналог уголка для крепления профилей, который повсеместно используется. Засверливаем подвесы. Засверливаем и выравниваем один ряд. Готово. Подвесы мы засверлили. И подвесы, и уголки. Возле окна не хватает высоты, поэтому там уголки из профиля. А тут обычные подвесы. Вот эти две вещи взаимозаменяемые и равноценные в принципе. Ну, за исключением того, что это жесткое крепление, а подвес можно замять при ударе. Так, теперь, почему у нас вот тут профиля нет? Потому что в этом месте бетон сильно опущен. Где-то на сантиметр. Видите, вот там профиль уже впритык идет, здесь впритык, а тут вообще просто не помещается.
Что делать в таком случае? Опускать весь потолок из-за одного вот такого места не актуально в квартирах, в которых высота 2,50. То есть проще уже как-то обойти это место другим способом, но сохранить высоту потолка. Поэтому мы сделаем здесь прерывание профиля. Поставим вот тут УДшку вокруг этого ригеля, вот этого куска. И к нему подойдут два профиля. Один до ригеля, другой после туда в окно. Устанавливаем и выравниваем. В принципе, можно было другим способом сделать. Например, поперечные перемычки вот так вот, через 50 сантиметров или через 40. Ну, это уже будет, наверное, в каком-нибудь другом видео. Сейчас пока сделаем вот так. УДшку, УДшку, профиль, профиль. Устанавливаем поперечины для продольного профиля. Это УДшка с лепестками. Лепестки вот такие вот. То есть подрезаем профиль, сгибаем и срезаем один бортик. Ну, для чего нужно? Чтобы он не падал вниз, пока вы его прикручиваете. То есть вот вставляем вот так вот, просто ложим сверху. И второй конец. Все. Подвигаем куда надо, закручиваем два самореза. А уже в эти поперечины вставляется CD-шка, которая идет в настенный профиль. Выравниваем мы по нитке обычно, что она дает самую ровную плоскость. Ну, можно другой использовать способ. Какой-нибудь там лазерную метку или правило на струбцинах. Но нитка дает самый лучший вариант. Если знать, как с ней обращаться, конечно. Итак, поставили железяки поперечные, закрутили все. Продольный профиль. Два профиля. Выровняли все на подвесах. И в принципе каркас у нас готов. Теперь можно обшивать все гипсокартоном. Края у нас неровные, подгонять их неудобно. Поэтому мы поставим один лист по центру. И у нас останется два куска, примерно по 80 сантиметров. В одну сторону и в другую. Для прикручивания гипсокартона к профилям мы использовали саморезы длиной 25 мм. Это оптимальный размер для однослойной обшивки. Вытаскивать или нет провода сквозь гипсокартон зависит от типа самих светильников. Если они встроенные, то провода можно оставить внутри. Если светильники висящие, то провода надо вытащить через небольшие отверстия. А это белый вариант потолка. То есть уже зашпаклеваны поверхности саморезы и запечатаны швы с лентой. Теперь нужно пройтись еще разик финишной пастой поверхность. И потом можно ее красить. Ну а собственно про сборку потолка наше видео закончилось. На этом всем спасибо за внимание и до новых встреч!